Всем привет! Сегодня у нас в гостях магнитола Sony, модель CFS-77, модификация для внутреннего японского рынка. Аппарат не мой, а моего одного хорошего знакомого, за что ему большое спасибо. Андрей, привет, если смотришь. Но к судьбе этого аппарата я все же имею отношение, так как он был приобретен под моим влиянием, скажем так. Когда-то у меня была такая модель, и именно вот этот мафон был приобретен после прослушивания моего экземпляра. Сохран у этого аппарата не лучший из возможных. Не надо писать недовольных комментариев по этому поводу. Вот у него тут трещинка есть шкалы приемника, немножко гриля с потертой красочкой, ну и так некоторые мелочи. Но почему он именно такой и о предназначении именно этого экземпляра, я расскажу, наверное, попозже. Значит, чем примечательна эта модель магнитолы? В одном из предыдущих роликов я рассказывал про магнитолу Sharp GF9000. Тоже модель с 20-сантиметровыми динамиками. И в этом ролике я пообещал рассказать про другие магнитолы с подобным размером динамиков. И вот эта модель Sony одна из таких. Значит, 1982 модельный год. В предыдущем 1981 году Sony были выпущены модели CFS-66, CFS-88 и флагманская CFS-99. Сейчас я покажу вам картинки. Я подготовился, как обычно. Сейчас, чтобы просто было наглядно понятно, что я имею в виду. Значит, CFS-66, потом CFS-88, наверное, достаточно всем знакомый такой знаковый аппаратик, который складывается в чемоданчик. Вот. И, соответственно, еще моделька магнитол CFS-99. Это флагман там, периода 81-82 года. И, соответственно, 77-я модель, вот с этими тремя, которые я показал, она как бы идеологически как бы составляет единую линейку. Ну и идеологически как бы и прежде всего по дизайну. И по философии, наверное, тоже. Вот. Почему она была выпущена чуть позже? Ну, у меня есть предположение, что, может быть, они как-то хотели расширить долю рынка с подобными магнитолами большого диаметра динамиков. Может быть, почему-то еще. Ну, так или иначе, так сказать, 77-я, безусловно, является упрощенной итерацией флагманской модели 99-й. Как бы и по функционалу, и по дизайну особенно. Я бы даже сказал, что именно вот эта модель CFS-77 пала жертвой некоторого минимализма. Как мне кажется, если бы маркетинговый отдел Sony не так сильно упорствовал в снижении себестоимости этой модели, особенно экономия на дизайне, то в наши дни эта модель была бы более, наверное, популярна среди энтузиастов винтажных магнитол. Мне тоже поначалу как бы эта магнитола не нравилась по картинкам, скажем так, потому что, как все мы знаем, любители винтажных магнитол очень любят разглядывать картинки, подыскивая себе новые экземпляры, как бы в коллекцию или просто, так сказать, расширяя свой кругозор. Там картинки в интернете, картинки в каталогах, там картинки в прочих источниках информации. Ну и вот на картинках мне эта магнитола, ну вот совсем как бы не заходила, не нравилась. Но так или иначе, в любом случае, мне попался в руки один живой экземпляр, можно сказать, случайным образом. И после того, когда мне попался в руки эта модель, мне она гораздо больше понравилась. То есть я не то, чтобы я полюбил, но она мне гораздо больше понравилась, чем на картинке. Вот. Поразил, конечно, ее звук. Немножко разочаровал функционал. Но в любом случае, та история бывает очень часто, знаете, то есть, когда на картинке нам магнитола нравится,
А потом, попадая в руки, так сказать, она вызывает некоторое разочарование. То есть вот эта история имеет и обратное, так сказать, и обратную силу имеет, скажем так. То есть гораздо менее распространенный случай, когда магнитола на картинке выглядит какой-то там серой мышкой, совершенно не нравится, и потом, когда мы ее, так сказать, видим вживую, или как-то она там попадает нам все-таки в коллекцию, начинается процесс, так сказать, влюбленности. Ну, или просто она начинает гораздо больше нравиться вживую, так сказать, чем первоначально мы ее могли видеть. Так, ну, значит, непосредственно по этому аппарату, что мы можем рассказать? Но основная фишка, как я сказал, на мой взгляд, это магнитола, это, конечно, 20-сантиметровой динамики, СЧНЧ диапазона, да. Также здесь присутствуют 5-сантиметровые твиттеры. Далее, значит, ну, совсем там стандартный момент, как разъем для наушников. Здесь присутствует неплохая дека, значит, софт-тач управление, система поиска по фрагментам. К сожалению, так сказать, немножко усеченный момент, то есть она ищет только один фрагмент, то есть либо вперед, как бы, либо назад. Вот. Ну, соответственно, присутствует счетчик, понятное дело, ленты. Ну и, конечно, тоже немаловажный момент, это красивые, я бы сказал, стрелочные индикаторы на лицевой панели. Из интересного, здесь также присутствует интересная геометрия открывания кассетного кармана. То есть это не просто происходит под углом, а происходит по сложной траектории. То есть, ну, кассеты тут не часто пользуются, и поэтому он немножко так неплавно открывается. То есть тоже, ну, уж, пожалуйста, не пишите недовольные комментарии. Я знаю, там существует целая секта любителей плавного открывания. Но в любом случае, отдельного упоминания дело заслуживает. То есть сначала она осуществляет такое движение как бы в горизонтальной плоскости, а потом выходит на угол. И, соответственно, закрывается в обратном порядке. То есть сначала идет угловое перемещение, а потом горизонтальное. То есть нечто похожее там мы можем видеть там на Panasonic, там RX 7200, там еще какие-то модели. Но как бы интересный момент дизайнерский. Значит, по верхней панели, где у нас там сгруппированы основные органы управления и индикация, значит, что можно сказать? Во-первых, как бы панель скошенная, да? То есть иногда вот на картинке это выглядит не очень, как бы, ну, то есть, может быть, можно, конечно, это взглядеть, видно, что она скошенная, но не так эффектно, как в жизни. То есть, скажем так, тут объем аппарата сформирован двумя геометрическими фигурами, то есть там сначала параллелепипед достаточно значительный, да, и потом еще такая у нас идет башенка, надстроечка, так сказать, со скошенной панелью. Ну, как обычно, значит, по порядочку, если пойдем, там кнопка включения у нас присутствует, индикатор включения, светодиодик, да, ряд там ползунковых регуляторов, то есть громкость, баланс, потом тембр, к сожалению, он здесь один. То есть, грубо говоря, либо низкие, либо что-то такое похоже на плоскую АЧХ, да, и, так сказать, с добавлением высоких. То есть тут поневоле. И что характерно, это тоже такое разочарование в, так сказать, отсутствии раздельных тембров. То есть, что, так сказать, в таком положении, как бы, не особые басы там, да, и верхов нету. Что в таком положении, так сказать, верха тоже, так сказать, так немножко. То есть тут поневоле становишься приверженцем с этой моделью плоской АЧХ. Ну и, соответственно, тут еще есть регулятор микшируемого микрофона. Далее у нас есть селектор типа ленты. Поддерживает 3 типа ленты. То есть первый хромо металл. Вот. Потом идет селектор основных режимов работы. То есть тут там линейный, радио и лента внизу. И, соответственно, селектор диапазонов приемника. Потом достаточно идет такая красивая расширенная шкала. После идут два индикатора, значит, индикатор стереоприема и индикатор настройки на станцию. И идет потом ручка Виньера. То есть виньерный механизм тут очень такой
роскошный, я сказал, для магнитолы. Там присутствует маховичок. Ну и так, приятно работать, настраиваться. Ну, еще здесь присутствуют два встроенных микрофончика, так вот, вписаны здесь. Вот, по верхней панели, наверное, все рассказал. Так, значит, далее. По верхней панели тоже, так сказать, по вот этому форм-фактору, то есть можно остановиться отдельно. То есть Sony, так сказать, была не первая, не пионером в этом решении, да, так сказать, со скошенной верхней панелью. И, так сказать, и вот эта у нее модель далеко не первая с подобным решением, так сказать, если полистать там ее каталоги, там, с середины 70-х по середину 80-х, так сказать, мы много увидим подобных решений у Sony. Вот. Мне этот форм-фактор очень нравится, потому что, так сказать, ну, как мы знаем, так сказать, существует вот, в моноблоках, да, так сказать, три, скорее, все-таки варианта. Три варианта решения. То есть это, допустим, когда все основные органы управления и индикации сосредоточены полностью на фронтальной панели, да. Потом другой момент, когда все-таки основные органы, так сказать, перемещены наверх, на вертикальную, на горизонтальную, пардон, так сказать, поверхность верхнюю. И вот третий форм-фактор, как раз со скошенной панелью. Когда у нас все размещено на... Сейчас я тоже картиночку покажу. Картиночки решил сделать на примере фирмы Sharp, всеми любимой. Вот, допустим, возьмем ее модель 9797, GF9797, и видим яркий пример, когда все органы управления и индикации сгруппированы на фронтальной лицевой панели. Вот. И, допустим, возьмем более известную ее модель и более, наверное, любимую. Это 9494. Здесь все органы как бы сгруппированы на верхней панели, горизонтальной. Ну, еще присутствует кое-что на фронтальной. То есть чисто магнитолу найти с полным, так сказать, наверное, с полным расположением на верхней панели, наверное, сейчас так навскидку что-то мне в голову ничего не приходит. Вот. Но когда мы все-таки имеем что-то похожее на нашего героя со скошенной панелью, то есть мне вот это решение видится более эргономичным и универсальным, что ли. Потому что в случае, конечно, фронтального расположения вот такого, то есть это, конечно, лучший вариант для коллекционера, у которого, допустим, в коллекции 15, там 20 магнитол. Под это все хозяйство делаются стеллажи. И когда все это расставляется великолепие по стеллажам, конечно, так сказать, видно всю красоту. И подкассетник, и органы управления, и индикации, и стрелочки, и светодиодики. Когда, допустим, в случае таких уже аппаратов, красоты уже как бы меньше наблюдается, да? Вот. Но мне кажется, что вот для жизни, если просто у нас бумбоксы не стоят на полочках, а все-таки там мы слушаем на них музыку, там куда-нибудь возим, выгуливаем на дачу, например, к примеру, то вот этот вариант как бы с размещением, он более удобен. Потому что все-таки мы, когда слушаем музыку, бумбокс все-таки у нас расположен, так сказать, ниже уровня глаз, наверное, да. А особенно хорошо, так сказать, многие, наверное, знают, что бумбоксы отлично играют, когда они там, допустим, расположены либо вообще на полу, либо, так сказать, достаточно, так сказать, на низкой высоте. Ну, помимо того, что, так сказать, падать им безопасно с уровня пола. За счет, прежде всего, так сказать, они играют лучше за счет, наверное, особенностей акустического оформления. Ну, вот, как правило, там у нас получается акустический экран. То есть за счет дополнительного отражения от пола там звук получается гораздо более насыщенным, гораздо более объемным. Вот. И когда у нас, в том случае, когда у нас органы управления расположены сверху, ну, это как бы это всегда как бы удобней. Вот. Но в том случае, если у нас просто они как на 9.4, 9.4, они расположены, это тоже не совсем удобно, да, то есть если мы просто, так сказать, у нас магнитола где-нибудь на уровне глаз, то есть нам приходится там что-то ее как-то опускать, ну, наклонять к себе.
еще какие-то делать манипуляции, да. А в этом случае, так сказать, ну, тут не надо ее сильно наклонять. То есть, ну, в принципе, даже там, когда у нас на уровне глаз или чуть выше, так сказать, мы можем без нащупывания, да, регуляторов, там, переключателей, так сказать, вполне себе управляться с этим всем хозяйством. А вот в случае, допустим, с такими магнитолами, да, с фронтальным расположением, возникают сложности. Если мы поставим его там ниже уровня глаз, или же на пол, или на какую-то низкую поверхность, то есть нам приходится опять-то или самим как-то нагибаться, так сказать, или аппарат как-то наклонять в обратную сторону, чтобы тоже, так сказать, отрегулировать что-либо, переключить или так далее. То есть, ну, я долго, так сказать, задержался на этом моменте. То есть, ну, я просто к тому, то, что нравится мне этот формат, со скошенной верхней панели, так сказать, ну, видится, так сказать, одним из оптимальных, так сказать. И не только вот эта модель мне нравится, так сказать, есть там ряд целых магнитол с подобными решениями, которые мне нравятся в том числе и по, так сказать, этому признаку. Так, значит, что еще хотел сказать? Про ползунковые регуляторы я рассказал, про селектор рассказал. Так, теперь перед, скажем так, рассмотрением задней панели надо заметить, что существует как бы несколько версий данной магнитолы для разных рынков сбыта. И основные различия этих модификаций как бы видны именно на задней панели. Значит, из доподлинно мне известных и тех экземпляров модификаций, которые держал в руках. То есть могу говорить уверенно о четырех версиях. Значит, CFS 77 без буквенного индекса для японского рынка. Это вот такой экземпляр мы сегодня, так сказать, у нас в гостях присутствует. Значит, также существует модель CFS 77 без буквенного индекса для американского рынка. Третья модификация CFS с индексом L для европейского рынка. И четвертая модификация с индексом S. Скажем так, это версия для всего остального мира, кроме, значит, трех крупнейших на то время. Значит, кроме Японии, Америки и Европы. То есть модель Sony CFS 77 с индексом S могла продаваться где угодно, кроме трех вышеуказанных рынков сбыта. Так, начнем с сегодняшнего, так сказать, героя нашего, да, японский рынок. Значит, тут присутствует у нас двухдиапазонный тюнер, да, то есть FM расширенный от 76 до 108 МГц. Соответственно, AM, он же диапазон средних волн, стандартный, там от 530 до 1605 МГц. Питание у нас 100 вольт на данной магнитоле. Сейчас я его поверну немножко. Питание 100 вольт, потому что японский рынок. Значит, и на задней панели у нас присутствует, значит, отдельный разъем под микшируемый микрофон, два разъема для внешних микрофонов, значит, линейный вход, далее идет линейный выход, потом у нас идет выходы на внешнюю акустику, и, соответственно, у нас еще идет переключатель, так сказать, bit cancel, да, для снижения шумов при записи с AM-диапазона. Так, что удивительно для японского рынка, то есть для японского рынка, на версии для японского рынка Sony не поставила разъем, то есть не предусмотрела вход для винилового проигрывателя. То есть для меня это немножко, так сказать, удивительно в том плане, что обычно производители японских магнитол на своих потребителях домашних никогда не экономили. И японская версия, так сказать, как обычно, японские версии магнитол, как обычно, как правило, более продвинуты, более оснащены, чем версии для других рынков. Тут как бы ситуация обратная. Так, теперь, значит, версия для американского рынка. Я тоже подготовился. Сейчас я открою картинки и вам покажу. Значит, внешне все то же самое, да.
Но, соответственно, различия начинаются с тюнера. То есть тюнеры начинаются у нас FM-диапазон с 88 до 108 МГц. Да? Еще, значит, интересная особенность, такая для меня немножко курьезная. То есть на всех трех версиях, кроме американского рынка, кнопка включения зеленого цвета. На версии для американского рынка она серебристого цвета, и тут просто зеленая полосочка. То есть можно сделать предположение, что в те годы в Америке нельзя было красить кнопочки включения в зеленый цвет. Но это так, юмор, конечно, не знаю, так сказать. Ну, имеем, что имеем. Так, по, значит, переключателям тут тоже как бы без изменений. То есть селектор типа ленты. Основной селектор основных режимов работы, так сказать, ну и переключатель диапазонов тоже две штучки. И здесь тоже, значит, присутствует CFS 77, просто, видите, без индекса. Почему акцентирую внимание, попозже будет понятно. Значит, по разъемам на задней панели. Тут все то же самое, то есть микшируемый микрофон, вход для двух внешних микрофонов, значит, линейный вход, линейный выход, выход на внешнюю акустику, так сказать, ну и, так сказать, переключатель BitCancel. Так, значит, по наклеечке сейчас сразу посмотрим. Вот видите, Sony, там CFS 77, FM 87-108, AM такой же, совершенно 530-1605. Единственный момент, то что у нас, соответственно, питание 120 вольт 60 Гц. Вот такое отличие. Вот она как бы с лица, версия для американского рынка точно такая же, только кнопочка серебристая, да, и наклеечка вот для американского рынка она своя. То есть любителям наклеечки можете обратить внимание. Вот такая вот наклеечка шла на карман кассетоприемника для американского рынка. Так, значит, еще один моментик я сейчас покажу вам. Переверну. Вот здесь вот тоже обращаю внимание, то есть просто написано Sony CFS 77. То есть после 77 никаких обозначений буквенных нету. Почему это акцентирую на это внимание, расскажу буквально момент спустя. Так, значит, сейчас я чуть-чуть кое-что переключу картиночку. Значит, Sony CFS 77 L, индекс L, версия для европейского рынка. Почему я обращал ваше внимание? Вот видите, надпись магнитолы, и после CFS 77 идет буковка L, то есть присутствует индекс европейской модели. Значит, в европейской модели другой тюнер, что неудивительно, как мы знаем. Значит, FM от 88 до 108, диапазон средних волн, ну, такой же, как на всех, только он называется на японских, американских AM традиционно. Тут средние волны от 530 до 1605. Тут же присутствует диапазон длинных волн и один диапазон коротких волн. Что еще здесь из интересного и насыщенного? То, что здесь в селекторе основных режимов работы, вот здесь вот добавлено, то есть line-in фона. То есть в данной модификации добавлен вход для винилового проигрывателя. Сейчас я вам покажу этот момент. Вот. Значит, смотрим. Сейчас, секунду. Смотрим на заднюю панель. Тут также присутствует вход микшируемого микрофона. Два входа для внешних микрофонов. Вот на один разъеме реализован линейный вход. Вот этот вход предназначен для винилового проигрывателя. Вот для него клемма земли, да? И вот переключатель. То есть в левое положение линейный вход, в правое положение вход винила. Ну и как мы помним, так сказать, на верхнем селекторе основных режимов работы, так сказать, эти два источника объединены. Так, дальше выход идет на внешнюю акустику и, соответственно, BitCancel.
Значит, на данной версии отсутствует линейный выход. Ну, кто-то должен страдать. Кто-то должен страдать. Так, ну вот европейцы в данном случае в масле. Сыр в масле, потому что для них Sony положила вход для винила. Для всех остальных винил не полагается, по ее разумению. Так, и значит, четвертая версия, это Sony CFS с индексом S. Вот ее верхняя панель. Сейчас тоже обращу ваше внимание. Вот видите, надеюсь, видно. После CFS 77 наблюдаем буковку S. Значит, тут также четырехдиапазонный тюнер, только немножко другой. FM 88 108. Значит, присутствует диапазон средних волн. И сделано два поддиапазона коротких волн. И тут хорошие такой. То есть, тут короткие волны охватывают чуть больший участок, нежели на индексе L. Сейчас я вернусь немножко к этому моменту, чтобы было вам понятно. Значит, смотрим заднюю панель. Все то же самое, как на первых двух модификациях. Значит, микшируемый микрофон, два внешних микрофона, линейный вход, линейный выход, выход на внешнюю акустику, бит-cancel. И вот эта штучка, это селектор питающего напряжения. Сейчас мы дальше посмотрим шпаргалочку. Плохо может быть видно, но я вам прочитаю. Значит, у нее предусмотрено питание 110, 120, 220, 240. Вот. И, соответственно, тоже может быть плохо видно, так сказать, но я вам тоже, вот видите, обратите внимание. То есть первый поддиапазон коротких волн от 2,3 до 6,2 МГц. Второй поддиапазон от 7 до 22 МГц. То есть почти сплошняком от 2,3 до 20 МГц охватывает модификация S. Вот, но и опять же тоже, чтобы не быть голословным, вот, обратите внимание, может там было плохо видно, может здесь тоже будет не очень важнецки, но видно. То, что модель CFS 77 индекс S. Так, сейчас, секундочку, переключу один моментик. Вот, смотрите, вернемся, значит, к модели европейского рынка CFS 77L. Значит, тут смешно просто, так сказать, тоже FM от 87,6 именно. Почему не от 88, почему не от 87,5, а вот именно 87,6, ну, не разгадывал ребус, но имеет место быть. Средние волны, как обычно, 530-1605, длинные волны 150-350 кГц, и вот короткие волны у нее поуже участочек от 6 до 18 МГц. Питание только 220. Так, значит, далее. Про S рассказал. Ну, в общем случае, что хочется сказать про этот мафон. Вне зависимости от модификации, то есть будь то для японского рынка, будь то для американского рынка, будь то для европейского там, или, так сказать, для прочего мира, мафон интересный. Ну, немного, конечно, простоват дизайн. Но, опять же, повторюсь, вживую он смотрится гораздо интереснее. Чем может показаться на картинках. Хороший звук у мафона. Очень хороший звук. Сейчас я чуть попозже одну вещь попробую продемонстрировать. И хороша эргономика. То есть там, в принципе, все хорошо. Все видно, все читается. Приятно, так сказать, там настраивать тюнер. Приятно, так сказать, с декой там, да, нам работать. То есть такие ухватистые, хорошие клавиши. То есть, ну, прекрасно, на мой взгляд, все. Единственное, что, ну, опять же, на мой субъективный взгляд, то есть там есть несколько просчетов по функционалу. Ну, не просчеты, это, наверное, все-таки было сознательное урезание функционала, да.
То есть, по мне, конечно, это отсутствие раздельной регулировки тембров, там высокие, низкие. Такой вот, да, просчетик, наверное. И, ну, больше, наверное, ну, можно было бы там много чего придумать, но вот то, что доставляет такую, как бы, легкую досаду, это отсутствие раздельного тембра. А все остальное это, в принципе, как бы и есть. Да, ну, поиск там упрощенный, ну да. С чем живем, с тем живем. Так. Касаемо, опять же, тоже резюме, да, в коллекцию, ну, прежде чем принимать решение, так сказать, там, покупать, не покупать в коллекцию, то есть у многих он может вызвать отторжение и непонимание, но, говорю, поэтому этот мафон лучше посмотреть вживую. Может быть, измените, так сказать, свое мнение, вот, и, так сказать, приглянется вам экземплярчик, поставите на полочку и такую модель. Вот. Но еще один момент интересный, как мне видится, который как раз связан и с появлением у моего знакомого этого экземпляра, это, конечно, звук. То есть вот этот мафон это идеальная просто основа для создания чуть-чуть современной ретро-пати мэшин, да, такой модернизированный. То есть ставим аккумуляторы, ставим Bluetooth, и все очень прекрасно. То есть мафон отлично работает на улице. Я сейчас попробую продемонстрировать, как это. То есть, конечно же, он там не сравнится там, с современными решениями, такими зубодробильными, да, которые там имеют там инчодинамики такие, то, что бьет в грудь, если не сбивает с ног. Там ВЧ-секция такая, то, что на уши давит, голова болит. То есть тут такого, конечно, не получите, но я вот, допустим, очень сильно удивился, когда вынес подобный мафон на улицу, чисто случайно, не то, что там мне хотелось проверить, как он еще, то есть просто чисто случайно вынес на улицу, какой-то был между собойчик, и я включил, и я был очень удивлен, как этот мафон работает на улице. То есть звук очень комфортный, очень такой обволакивающий, он просто заполняет свое пространство. То есть он не бьет там по груди, не давит в уши, но он просто обволакивает. То есть он создает прекрасную просто атмосферу, да, и как бы своим звучанием, таким с правильным тональным балансом, и, конечно же, так сказать, своим видом. То есть он создает очень позитивную, хорошую атмосферу. То есть при одинаковых саундтреках, если мы там, допустим, сильно заморочимся для встречи одноклассников или каких-то прочих однокашников, заморочимся, подберем саундтрек, и вот одну тестовую встречу проведем с таким мафоном, а другую тестовую встречу проведем, допустим, с современной такой пати-мэшин такой, да, с этой музыкой в динамиках и так далее. Я думаю, что эффект вот с этим мафоном будет более сильный. То есть он создает настроение не только звуком, но и своим видом. И вообще, так сказать, аурой, связанной с ним. Вот. И как раз вот этот экземпляр, то, что я обещал в начале ролика рассказать, он именно был куплен именно под это, так сказать, под это решение, да. То есть сознательно был приобретен скромный сохранчик, но, так сказать, за счет этого удалось снизить входной билет. Сюда был установлен Bluetooth, установлены аккумуляторы, установлена, как видите, подсветка и индикаторов, и, соответственно, шкалы приемника. И он прекрасно радует своего владельца. Всегда с ним он путешествует в разные места. И еще один тоже момент. Вот, как правило, 20-сантиметровые магнитолы, ну, в ближнем поле не сказать, что прям играют плохо или хорошо, но как бы они рассчитаны все-таки на больший объем, да. Вот эта вот модель, в принципе, комфортно слушается и в ближнем поле. То есть, ну, вы могли почувствовать, мы сидим под фоновую музыку, на ней слушаем. То есть я не мог удержаться, чтобы не включить ее в ближнем поле с негромкой музыкой. Так, ну, сейчас все-таки посмотрим, что у нас будет
как он сыграет у нас на улице. Продолжаем наш обзорчик на Open Air. Значит, от точки прослушивания, то есть от точки размещения магнитолы до камеры порядка 20 метров. Ну и полянка собой представляет размером примерно 20 на 20 метров. К вопросу, так сказать, качества и звучания на открытом воздухе. Сейчас мы просто сделаем чуть погромче. То есть вот звук идет с Bluetooth, управляем мы отсюда. Делаем чуть погромче. Ну вот можете сами оценить. Конечно, пишу на телефончик со скромным микрофончиком. Но можете поверить на слово, так сказать, полянка площадью 400 метров хорошо озвучена. То есть чуть-чуть народу хочется поговорить, сделаем чуть потише. Да, народу хочется потанцевать, делаем чуть погромче. И все это с достаточно хорошим балансом. Достаточно, без перегруза почти играет. Стереоэффект присутствует. Смешная стереобаза, там, да, размещение между динамикой, расстояние между динамикой небольшое. Но стереоэффект есть. Ну и очень так все достаточно на уровне. Еще разок погромче сделаем. Вот как-то вот так умеет играть этот магнитофончик. В качестве паскриптума забыл пару-тройку моментов, о которых, наверное, стоит упомянуть. Значит, касаемо версии S. Наклеечка у нее на карман кассетоприемника была другого дизайна, нежели на американские рынки. Видите, она, то есть, у нас тут CFS77S, Sony, металл, Big 20 сантиметров вуфер, Soft Touch Control. И касаемо, значит, забыл упомянуть еще касаемо селектора диапазонов, да. То есть, если на американские, японские рынки он двухдиапазонный, там FM, AM, да, то на версии L и S они четырехдиапазонные. То есть, на версии S там FM, потом средние волны и короткий первый диапазон, короткий второй диапазон. Значит, касаемо версии L, тут тоже такая ситуация, то есть FM, средние волны, длинные волны, короткие волны. Вот. Ну и, соответственно, еще, так сказать, я там сделал маленькую упущенницу. Соответственно, переключение, уменьшение шумов при записи с AM-диапазона, да, у Sony называется не Bit Cancel, а называется ESS. То есть расшифровки не знаю, но суть это не меняет абсолютно. Вот. Ну и, значит, заключение, что, как я уже говорил, наверное, ранее, хороший мафон, так сказать, неоднозначный дизайн, который причем заходит не с первого раза у некоторых, может быть, вообще не заходит. Звук отличный, так сказать, прекрасная база для ретро-пати-мэшн. Я думаю, достаточно наглядно продемонстрировал, что мафон на открытом воздухе отлично играет. То есть мафон для улицы, большей частью, да, так сказать, можно иметь коллекцию мафонов дома, и даже пускай в этой коллекции будет один домашний мафон, или, допустим, 10 или 15 магнитол, или того больше. Но вот эта магнитола прекрасна для улицы, да, то есть вообще изумительно, да, играет. Да, в принципе, в ближнем поле она неплохая, но вот на улице она выдающаяся прям. Понятно, что современные решения там фирмы LG, там еще кто у нас тоже Sony любит, и сейчас моменты, кажется, выпускают современные машины такие, да. Понятно, что они играют громче, играют, так сказать, может быть, местами эффектней. Но у этого решения, говорю, есть большие положительные стороны, о которых говорил раньше.
Так что всем спасибо за внимание. Буду рад, если вся информацию, которую я тут изложил, будет кому-то полезна. Я думаю, что впереди у нас еще будет много винтажных мафонов на обзорах. Всем спасибо, всем пока.